Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о леопардах. Что мы знаем о них? Что это дикие, опасные, большие кошки. И скорее всего живут в Африке. Многие скажут, что они как тигр. Только тигр полосатый, а леопард пятнистый. И очень похож на ягуара. Именно своими пятнышками. Вот, пожалуй, и все. А хотелось бы больше информации об этой кошке. Где живет, что жует. И действительно ли они живут только в Африке? Возможно и нет. Поэтому здесь и сейчас мы и поговорим об этом пятнистом грациозном хищнике – леопарде. Поехали! Леопард, он же барс или пантера, вид хищных млекопитающих семейства кошачьих, один из 5 представителей рода пантер. И род пантеры включает 5 ныне живущих видов: снежный барс, тигр, лев, ягуар и леопард. До сих пор не вполне ясно, в какой именно части света леопард сформировался как вид. Одни ученые считают прародиной леопарда Африку, другие – Азию. В дело подключились палеонтологи. В настоящее время самые ранние находки леопарда в Азии обнаружены в раннеплейстоценовых слоях Сиваликских холмов в Индии и датированы 2 миллионами лет. Согласно, например, профессору Алану Тернеру, леопард известен в Африке, в частности в Танзании, около 3,5 миллионов лет назад, что гораздо древнее находок из Сиваликских холмов. Из этих данных получается, что прародиной леопарда является все же Африка, откуда он мигрировал в Азию, а также в Европу. Но недавние генетические исследования говорят, что расхождение больших кошек от малых состоялось между 6 и 10 миллионами лет назад, и скорее всего в Азии. Когда-нибудь ученые придут к общему знаменателю. Одно точно, что леопард обитает не только в Африке. Современный ареал охватывает Россию, северо-восточный Китай, Маньчжурию, Корейский полуостров, восточную окраину Тибета, Индокитай, Малакку, Яву и архипелаг Кангеан, Бирму, Индию, Гималаи, Пакистан, Кавказ и Закавказье, Афганистан, Иран, Малую Азию и Аравийский полуостров. Ранее леопарды водились и в Европе. Некоторые находки указывают на обитание данного вида в Европе до неолита включительно. Область распространения леопардов шире ареала любого другого представителя семейства кошачьих, за исключением домашней кошки. В Африке леопард обитает как во влажных джунглях центральных регионах континента, так и в горах, саваннах и полупустынях от Марокко до мыса Доброй Надежды. Леопард избегает больших пустынь и засушливых территорий без воды, и поэтому отсутствует в Сахаре и самых засушливых регионах Намибии. В Азии он населяет как хвойные леса на Амуре, так и глухие тропические, субтропические смешанные леса на горных склонах и равнинах Индии и Юго-Восточной Азии. В Азии его ареал простирается на юго-западе, вплоть до Аравийского полуострова, включая Израиль и Анатолийское Нагорье, и на юго-востоке вплоть до острова Ява. И на таком огромном ареале не могли не сформироваться отдельные подвиды, которые главным образом различаются весом, окрасом и расположением пятен. В свое время ученые выделяли до 27 подвидов леопардов, некоторые из которых были очень схожи между собой, и из-за этого часто возникала путаница. Например, переднеазиатского леопарда рассматривали как 3 разных подвида: персидский леопард, анатолийский леопард и кавказский. А между тем леопарды Кавказа крайне схожи с леопардами, обитающими в Иране и на территории современной Турции. Армянскими зоологами было установлено, что местная популяция леопардов принадлежит к тому же подвиду, который распространен в Иране. Таким образом, все 3 вышеназванных подвида объединили в один подвид, в персидский или переднеазиатский леопард. И недавние работы по изучению ДНК леопардов показали, что только 8 можно считать достаточно обособленными. Это африканский леопард, индокитайский, яванский, индийский, цейлонский леопард, северно-китайский, дальневосточный леопард и персидский. Есть еще 2 леопарда, но в род пантер они не вошли. Первый – это дымчатый леопард, или, как его называют малазийцы, древесный кот. Можно сказать, что он близкородственен роду пантер, но все-таки не является его частью. Его описывают как промежуточное звено между большими и малыми кошками. И в своей анатомии и в поведении этот красавец соединяет особенности как больших, так и малых кошечек. Его череп и зубы подобно большим котам, но его тело и другие штрихи в поведении свойственны
свойственны маленьким кошкам. Например, из-за того, что подъязычная кость у него полностью окостенела, дымчатый леопард умеет мурлыкать. Зрачок у него яйцевидный, а не круглый, поэтому у него есть свой отдельный род – дымчатые леопарды. Другой вид тоже леопард и очень уж любит поохотиться на птичек, как кошки, только под водой. Фантастика, или автор приболел? Но нет, это морской леопард, и птицы эти – пингвины. И не кошка он вовсе, а настоящий тюлень. Но раз назвали груздем, полезай в кузовок. Причем хищник он серьезный, наряду с касатками они никому не дают расслабиться в антарктическом регионе. Но это отдельная история. А у нас леопарды. И раз их немного, давайте на каждого посмотрим и немного о них поговорим. Африканский леопард. Размеры и масса этих леопардов зависят от географической области обитания. Особи, населяющие леса, обычно меньше и легче, а обитающие на открытых участках, наоборот, крупнее своих лесных собратьев. Но в среднем самцы на треть крупнее самок. Длина тела леопарда достигает 2,5 метров, из которых 1,10 м приходится на хвост. Масса самцов до 60 килограммов, самок до 40. Окраска варьирует в зависимости от участка ареала и среды обитания. Цвет может изменяться от красноватого и коричневого до желтого. Персидский леопард характеризуется крупными размерами и песочным цветом шерсти. Ландшафты, в которых обитает данный подвид, очень разнообразны. Персидский леопард превосходно себя чувствует как в полупустынных районах, так и в высокогорьях. Он не боится ни сильных морозов, ни знойной жары и может подолгу обходиться без воды. Несмотря на то, что переднеазиатские леопарды справедливо считаются одними из самых крупных, среди них иногда встречаются также особи поменьше. Индийский леопард, как правило, имеет более контрастную окраску, нежели африканские, а тем более аравийские леопарды. Общий фон шерсти более темный. Размерами индийский леопард, как правило, немного меньше своего африканского собрата. Однако некоторые индийские леопарды могут достигать очень крупных размеров. Дальневосточный или амурский леопард является самым северным подвидом леопарда. В связи с этим он имеет самую длинную густую шерсть среди всех подвидов. Тем не менее, окраска амурских леопардов довольно насыщенная, несмотря на то, что подвид не является тропическим. Считается, что дальневосточный леопард, вопреки правилу Бергмана, является не самым крупным. И действительно, большинство дальневосточных леопардов являются среднеразмерными, однако некоторые особи данного подвида могут достигать верхних пределов веса леопардов, то есть около 100 килограммов. Северокитайский леопард очень похож на амурского леопарда, однако окрас у него более бледный. Имеются также некоторые отличия в чертах морды. Шри-ланкийский или цейлонский леопард похож на индийского леопарда, однако отличается от него более мелкими размерами. А яванские леопарды когда-то были широко распространены на острове Ява и прилегающих небольших островах, включая Нуса-Камбанган и Кангеан. Это обычно довольно некрупный, темный, насыщенно окрашенный леопард. Основной цвет темно-рыжеватый или ржаво-желтый на спине, более бледный на боках и темно-серый, слегка размытый желтоватым оттенком на конечностях. Нижняя сторона тела и внутренняя сторона ног белые. И, наконец, индокитайский леопард, обитающий в материковой части Юго-Восточной Азии и на юге Китая. В Индокитае леопарды почти не встречаются за пределами охраняемых территорий и находятся под угрозой исчезновения из-за вырубки лесов и браконьерства. Исторический ареал сократился более чем на 95%. Индокитайский леопард распространен в Юго-Восточной Азии, однако на сегодняшний день остаются лишь небольшие популяции в Мьянме, Таиланде, Малайзии, Камбодже и Южном Китае. В Лаосе, Вьетнаме и Сингапуре он был истреблен. Индокитайский леопард имеет рыжевато-красный окрас, более светлый по бокам. И, конечно же, он весь в пятнах, размер которых в основном составляет 4 на 4 сантиметра. Они расположены очень близко друг к другу, визуально делая шкуру животного более темного цвета. Мех короткий, длина шерсти менее 2,5 сантиметров на спине. И в отличие от всех других подвидов материковых леопардов во всем мире, индокитайский уникален тем, что большой процент особей меланисты, в том числе почти 100% особей на Малайском полуострове. Обычно люди называют их пантерами, хотя это слово синоним леопарда, какого бы цвета он ни был. Хотя они не совсем черные, и если приглядеться, то можно заметить на черном фоне еще более темные пятна. А то, что пантера и черный леопард один и тот же
же вид ученые установили совсем недавно. Рецессивный ген, то есть подавляемый ген, ответственный за меланизм, значительно чаще встречается в популяциях леопарда, обитающих в лесных районах, а также у леопардов из тропической Азии. И черные котята могут родиться в одном выводке с нормально окрашенными детенышами. Еще существует неполный меланизм или псевдомеланизм. Абундизм – состояние, при котором усиленная пигментация кожи или других покровов происходит неравномерно, а отдельными участками. При абундизме пятна расширяются вплоть до слияния. Абундизм, как и меланизм, чаще всего является результатом мутаций. И по поводу почему они черные, было высказано предположение, что меланизм индокитайского леопарда был адаптацией к закрытому пологу тропических вечнозеленых лесов в Юго-Восточной Азии, что позволило леопарду лучше прятаться, чтобы устраивать засаду на добычу или избегать доминирующего здесь тигра в тенистых местах обитания, где свет редко проникает в нижний ярус леса. Более поздние исследования показывают, что меланизм помогает терморегуляции в жарких влажных лесах, в дополнение к маскировке, поэтому проявление одного и того же гена может иметь множество преимуществ. Встречаются также леопарды-альбиносы и флависты, животные с блеклыми серыми и коричневыми пятнами вместо оригинальных черных. Например, в Индии было зарегистрировано 9 бледных и белых леопардов. В заповеднике, расположенном в округе Лос-Анджелес в США, однажды родились лейцисты, леопарды с белой шерстью, но обычным цветом глаз. С возрастом у них появились пятнышки. А кто-нибудь слышал или видел розовую пантеру? Многие скажут, конечно, есть такой мультипликационный фильм, но на самом деле они есть и в природе, и это довольно редкое явление. Леопарды, демонстрирующие эритризм, это нарушение пигментации наружных покровов у какого-либо вида организмов в пользу красного, оранжевого или розоватого цвета, были зарегистрированы в период с 1990 по 2015 год в южноафриканском заповеднике Мадикве и в Мпумаланге. И причина появления этой морфы, известной как клубничный леопард или розовая пантера, до конца не изучена. Да и не такая уж она и розовая, как в мультике. И это, конечно же, исключение. И в основном внешний вид леопардов различных подвидов имеет незначительные отличия. Они необычайно красивы, но какой-то суровой, тревожной красотой. Голова круглая, относительно небольшая, с заметно выпуклым лбом, покатым теменем и умеренно притупленной мордой. Уши короткие, треугольные, закругленные и без кисточек. Глаза леопарда небольшие, а зрачки круглые. Он стремителен и гибок, имеет длинный хвост и сильные стройные лапы. Походка у леопарда легкая, беззвучная и величественная. Все органы чувств у леопарда развиты превосходно. У него острое зрение, причем он отлично видит как днем, так и в самую темную ночь. Слух его необыкновенно тонок, способен улавливать малейшие шорохи. Леопарды способны слышать высокие частоты, которые недоступны человеческому уху. Обоняние развито тоже весьма неплохо, особенно если принимать во внимание тот факт, что обоняние у всех кошек не отличается особой чуткостью. Помимо этого у леопарда хорошо развиты вибрисы, усы, которые играют важную роль органа осязания. Леопард прекрасно вооружен. Огромные острые клыки и втягивающиеся когти невероятно остры, а его мускулатура великолепно развита. Вообще его спортивные показатели впечатляют. Он может быстро бегать, но недолго. Прыгать, причем в длину до 10 метров и до 4 в высоту, ловко лазает по деревьям и при необходимости хорошо плавает. А его быстрота реакции просто фантастическая. И все это включая отличную маскировку. Ему необходимо для охоты. Леопарды обычно ведут ночной образ жизни, хотя могут поохотиться и днем, но это реже. И охотятся, как правило, в одиночку. Несмотря на кажущуюся яркую окраску, в действительности леопард великолепно маскируется на местности. Когда он крадется, прижимаясь животом к земле в невысокой траве, то его сложно заметить даже с расстояния 10 метров. Благодаря железной выдержке и шкуре невидимки, кот подкрадывается к жертве максимально близко, а его бросок на жертву
точен и стремителен. Один 5-метровый прыжок, мощный укус и свежий обед для киски готов. Таким способом охоты Лео с легкостью охотится на добычу весом втрое больше собственного. Например, на антилоп, оленей и даже кабанов. Но не на матерых сикачей. С ними и тигр не всегда готов связываться. Больше на молоть. Но те же бородавочники, хоть и небольшие на Черном континенте, жуть какие агрессивные. Многие слышали, что леопард – гроза обезьян. Возможно, но отчасти. Гроза грозой, но если взять всех приматов, обитающих на обширном ареале леопарда, включая мелкие виды самок и детенышей, они составляют очень небольшой процент добычи леопарда. Например, его тезка, но не близкий родственник, дымчатый леопард, охотятся на приматов чаще. А если вспомнить, что те же павианы в Африке являются стайными, грозными и агрессивными обезьянами, они быстро оттягают пятнистую кису за хвост, но опасаться опасаются. А основным врагом павианов и прочих бабуинов сегодня является лев. И именно лев чаще всего нападал на наших предков, которые были достаточно сильны и умны, чтобы дать отпор любому леопарду. На втором месте идут пятнистые гиены, и только потом леопард. Ну а если ты косуля или газель или маленький поросенок, бойся и прячься. Хотя в отличие от самого мастера маскировки спрятаться практически невозможно, ведь у леопарда зрение и слух в 5 раз лучше человеческого. Но самое страшное то, что ты никогда не знаешь, откуда ждать удара, ведь напасть леопард может даже с воздуха. В отличие от других больших кошек, этот пятнистый ассасин приспособился паркурить по деревьям. Благодаря строению лодыжек леопард с легкостью вскарабкивается и спускается по практически вертикальным поверхностям. Поэтому деревья для этого пятнистого стали вторым домом. Здесь он выслеживает добычу, охотится, ест, спит. Прикинувшись обычной веткой, леопард прыгает на ничего не подозревающую добычу сверху, как снег на голову. Вот такой вот пятнистый, зубастый снег. Воистину, это один из самых приспособленных и опасных хищников в мире. Не зря его назвали сухопутной акулой. Замечены за ним и другие качества. В суровых африканских реалиях, где конкурентов пруд-пруди, африканский леопард настолько прокачал свой скилл скалолазания, что затаскивает на деревья не только себя, но и тушу, например, антилопы. Нет, не только для того, чтобы полюбоваться бескрайними просторами за обедом. Наш герой далек от сантиментов. Им движет исключительная практичность. Куда же без нее? В саваннах Восточной Африки и в азиатских джунглях у леопарда полно врагов. Его более сильные кузены, лев и тигр, могут с легкостью отобрать у него добычу и при случае даже убить его. Так что встречи со своими страшными родственниками леопард старается избегать. Помимо львов в африканских саваннах обитают другие злейшие враги леопарда – пятнистые гиены. Леопард может с легкостью прикончить даже самую крупную гиену, однако против стаи таких хищников одинокий леопард ничего не сможет поделать. Если он не успел вовремя затащить свою жертву на дерево, то добыча, доставшаяся ему таким трудом, потеряна. Избегает леопард также столкновений со стаями гиеновидных собак, но справедливости ради стоит заметить, что последние доставляют ему далеко не так много хлопот, как пятнистые гиены, которых леопард просто терпеть не может. В Азии у леопарда случаются стычки с красными волками. Эти хищники, собравшись в большой стае, представляют серьезную угрозу для леопарда. Порой леопарду приходится спасаться от них на деревьях. Не в пример им, серые волки не представляют серьезной опасности леопарду и стараются избегать встреч с этим зверем. Иногда возникают стычки с гималайским и бурыми медведями. Однако подобные стычки довольно редки, особенно с бурым. Все же эти животные занимают совершенно разные экологические ниши. Да и потом, леопард в любом случае может с легкостью вернуться от медведя и убежать. Леопард, как мы говорили, охотник-одиночка. Этот зверь предпочитает уединение, за исключением сезона спаривания, во время которого самец и самочка на непродолжительное время остаются вместе. Поэтому он привык рассчитывать исключительно на собственные силы. В связи с этим он не любит рисковать понапрасну и всегда трезво оценивает ситуацию. Если у него есть возможность убежать, он может убежать, даже от противника, который слабее него. Но этот зверь отнюдь не робкого десятка. При необходимости он всегда принимает бой. И он страшен в гневе, хладнокровный и расчетливый, сильный и удивительно быстрый в движениях.
Леопард крайне опасный противник, и, как уже говорилось выше, он в состоянии одолеть животное, намного превосходящее его по размерам. И по большому счету не сильно разборчив в еде. Нет копытных, переходим на то, что движется или летает. Грызуны, пресмыкающиеся, птицы, мелкие обезьяны – все на стол. Ведь голод не тетка. От него страдают лисы и волки, не брезгуют падалью, хоть и редко, и крадет добычу у других хищников, в том числе и у других леопардов. Приходится иногда идти и к человеку, где в основном нападает на домашних животных. Подобно тигру, часто похищает собак. К самому человеку относятся с опаской, но не ночью и в Индии. Что ни говори, леопарды опасны, и статистика удручающая. Как в случае со львом или с тигром, леопард хоть и меньше, иногда склонен к поеданию людей. И пантеры-людоеда следует опасаться даже больше, чем тигра со схожими вкусами, из-за его большой ловкости, а также большой скрытности и бесшумности. Он может подкрадываться и прыгать, и может лазать лучше, чем тигр, а также может прятаться в удивительно скудных укрытиях, часто проявляя при этом сверхъестественный интеллект. Пантера-людоед часто прорывается сквозь хрупкие стены деревенских хижин и уносит детей и даже взрослых, когда они спят. Так что если песенка про серого волка скорее страшилка, то пятнистая киска еще как может ухватить за бочок и утащить в неизвестном направлении. И все это происходит из-за недостатка пищи. Ведь самое главное для леопардов – достаточное количество животных, которые обеспечат их потребность в еде. И по итогу они селятся как в глухих местах, так и неподалеку от человека. Самцы почти всю жизнь одни, а самок половину их жизни сопровождают детеныши. Размеры индивидуальных территорий могут быть разными. Самки занимают участки около 300 квадратных километров. У самцов территории побольше. Очень часто участки представителей обоих полов перекрывают друг друга. Свое присутствие на территории пятнистый хищник обозначает различными метками. В лесных зонах он обдирает кору деревьев, а на земле или на снегу делает проскребы, таким образом отмечая границы участка или постоянные маршруты. С помощью мочи леопард помечает места отдыха или постоянные убежища. Многие леопарды ведут оседлый образ жизни, но некоторые особи нередко кочуют. Чаще всего такими являются молодые самцы. По своему участку регулярно перемещаются в поисках добычи. Свои переходы леопарды совершают постоянными маршрутами, зависящими от местности. В горах хищники ходят по гребням горных хребтов или наоборот внизу вдоль русла ручьев, иногда поднимаясь вверх, чтобы оглядеться. Водные преграды хищники предпочитают преодолевать по упавшим деревьям. По снегу стараются ходить тропами, проторенными копытными животными или по своим старым следам. Логово леопарда обычно размещают на склонах, чтобы иметь хороший обзор. Для убежища они используют пещеры, россыпи камней, навесы скал, бурелом или даже дупло в стволе большого дерева. И если условия созданы, можно искать подходящую самочку для продолжения рода. В южных районах леопарды размножаются круглый год, а на Дальнем Востоке спаривание происходит в январе. Подобно другим кошкам, леопарды устраивают в это время драки, сопровождающиеся громким ревом самцов, хотя в обычное время леопард молчалив. Беременность продолжается 3 месяца, появляются до 3 детенышей. Они рождаются слепыми и беспомощными, но очень скоро прозревают и начинают свои первые вылазки за лягушками и печушками. Как и все детеныши хищников, маленькие леопардята очень любопытны. Следуя за матерью, они пытаются во всем ей подражать и делают первые шаги к самостоятельной жизни. Примерно к 5-6 месяцам они уже в состоянии поймать мелкую добычу. Молодые леопарды через 2 года достигают полного роста и половой зрелости, причем самочки несколько раньше, чем самцы. Продолжительность жизни составляет в среднем до 20 лет, и живущие в неволе живут, как правило, больше продолжительности жизни своих соплеменников, живущих в естественных условиях. А если учитывать врагов и, конечно же, человека, то намного меньше. Люди всегда считали леопарда опасным, а красивый мех очень привлекательным. Несмотря на единичные случаи нападения, охота на леопардов всегда велась довольно активно. Сам леопард является одним из самых желанных охотничьих трофеев. Африканский леопард традиционно относится к так называемой большой пятерке. Это самые опасные с точки зрения охотника звери в Африке. Эта пятерка представляет собой наиболее престижные трофеи. Помимо леопарда это слон, носорог, лев и африканский буйвол. Несмотря на широкое распространение, численность леопардов сокращается из-за потери
мест обитания, браконьерства и конфликтов с людьми. Многие природоохранные организации работают над сохранением леопардов и их ареалов. Некоторые страны уже добились успеха в защите леопардов. Например, в Индии программы по защите мест обитания и работе с местными сообществами помогли сохранить значительное число леопардов. В Южной Африке создание обширных охраняемых территорий и усиление борьбы с браконьерством также способствовали сохранению популяции этих хищников. В настоящее время дальневосточный леопард находится на грани вымирания. Это самый редкий из подвидов леопарда и самая редкая из всех больших кошек планеты. По данным 2023 года в дикой природе сохранилось 129 особей на территории национального парка «Земля леопарда», основанного в 2012 году. Земля леопарда – это особо охраняемая природная территория, которая также включает заповедник Кедровая Падь, Дальневосточный морской и Уссурийские заповедники. Защита леопардов – это сложная и многогранная задача, требующая совместных усилий правительств, природоохранных организаций, местных сообществ и ученых. Только через комплексный подход мы сможем обеспечить будущее для этих удивительных животных, сохранив их не только для себя, но и для будущих поколений. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся, не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.